Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. К сожалению, то видео, которое вы сейчас видите на экране, у меня записалось без звука, поэтому попробую вам продублировать то, что я вам хотела сказать. Данное изделие я связала для своей дочери. Это современная такая молодежная модель шрак, или, как я назвала, недоджемпер, рукава с расширенными рукавами к низу. От линии локтя и ниже идут расширения рукава. Грудь, получается, у нас не закрыта данным изделием. Это такой вид. И посмотрите, как оно смотрится. Ну, я думаю, что вы понимаете, на молодежи, на девушке молодой это будет смотреться намного круче. Но я хотела вам показать, как смотрится данная модель на теле человека. Поэтому вот, пожалуйста, посмотрите. Но делайте скидку. Вы же понимаете, что это не моя модель, это модель для моей дочери. В этом изделии очень тепло. Я, вы видите, нахожусь на снегу, условно снимаю это видео. Дует ветер, но мне достаточно приятно и комфортно. Оно теплое изделие и греет, несмотря на то, что оно вот такое очень коротенькое. Поэтому, если вам понравилась модель, вы можете связать такую для подобных девушек. Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вам связать именно в виде шрака. Шрак это изделие, то есть не доджемпер, вот такой укороченная версия с расширенными рукавами. Причем на базе этого мастер-класса, на базе этого описания вы можете связать абсолютно любой обычный свитер, продлив его ниже, удлинив немножко линию реглана, потому что здесь у меня линия реглана 20 сантиметров. Я бы ее чуть удлинила до 24 сантиметров. И дальше пошла вниз вязать обычный джемпер, если вам это нужно. А сегодня я вам расскажу, как связать именно вот такой шрак. Вот такой шрак. Дорогие друзья, если вы считаете это видео полезным для себя, то внизу в инфобоксе, а также в первом комментарии я укажу вам свой номер карты Сбербанка. И вы можете перевести любую сумму, исходя из вашего достатка и полезности данного видео именно для вас. Благодаря этому я продолжу снимать полезные для вас видео и размещать их в свободном доступе. А у вас останется возможность учиться и осваивать новые для вас приемы и принципы вязания. Ну а теперь пройдемся по конструкции. Недоджемпер, рукава или шрак, называйте как хотите, вяжется очень легко. Это простая модель реглана с вывязыванием выреза горловины по спинке, вырезом горловины по переду, ростком по плечам и укоротами по переду. Это такая модель, чтобы перед был укорочен, грудь находилась ниже, чем вот это само изделие. Дальше по длине рукава до локтя рукав идет прямо, от локтя идут прибавки на расширение рукава, чтобы он был такой вот широкий. Ну вот, в принципе, и все. Никакой обработки нигде нет. Эта модель не требует обработки. Она должна быть минималистичной такой. Здесь как есть наборный край, здесь ряд закрытия, край закрытия. То же самое и на руках. У нас идет просто ряд закрытия петель. Никакой абсолютно обработки. Очень простой джемпер. Вяжется сверху вниз. Сейчас все расскажу и покажу на чертеже, как я это обычно и делаю. Но вначале я хочу поговорить о замерах данного изделия. Ширина горловины 22 сантиметра. Ширина изделия, вот здесь в конце, 50 сантиметров. Высота реглана или глубина проймы 20 сантиметров. Ширина руки 20 сантиметров. В самом низу ширина руки 22 сантиметра. 2 сантиметра мы добавили. Длина руки от
окончание проймы до самого низа 46 сантиметров. Обхват груди, ну, где-то вот со свободой облегания 100 сантиметров. Это изделие я вязала из пряжи от Siam, пряжа под названием Kimberly. У нее состав 80% кид-мохер, 20% полиамид. В 25 граммах 210 метров. Данную пряжу я покупала в магазине пряжа.су. Внизу под видео будет ссылка на магазин и ссылка на промокод. Код цвета 12261, если вам понравился этот цвет. Большое разнообразие цветовой палитры в магазине в пряжа.су. Очень большой, на любой вкус и цвет. Проходите, смотрите. На данное изделие у меня ушло 3 мотка пряжи. Ну, даже не полные. 3 мотка пряжи. Если быть более точной, у меня ушло 54 грамма, что составляет 454 метра пряжи. Вязала спицами 4,5 миллиметра. Полотно достаточно прозрачное, очень теплое, проверено. Пряжа замечательная, подходит для вывязывания паутинок. Итак, приступаем. Размер изделия у меня получился, я вязала на девочку 44-46 размер. В общем, чтобы вы имели в виду. И вот все мои расчеты. Кто-то уже может сейчас сообразить и дальше это видео не смотреть. Вот размеры моего изделия. Моя плотность. Для того, чтобы вычислить плотность, необходимо связать образец, просчитать его, как работать с образцом. Внизу под видео я оставлю ссылочку, у меня она есть, для того, чтобы попадать в размер, для того, чтобы правильно работать с образцом, пройдите и посмотрите. Дальше, после того, как мы правильно замерим свою плотность, мы начинаем производить расчеты. Я набрала на горловину 72 петли. Для моей горловины этого будет достаточно. Поделила я следующим образом петли. 8 петель на рукава, 24 наперед и спинку. Так как у меня здесь 4 раза по 2 петли я сделала росток, значит, я от спинки должна отнять 4 петли, а наперед прибавить 4 петли. Часто возникает вопрос, почему 4, а не 8? То есть 4 плюс 4 будет 8 рядов. Мы вяжем за 8 рядов, мы добавим 8 петель на спинку. Я отвечаю, поэтому у нас за время отвязывания ростка по спинке 4 петли здесь добавится и 4 петли здесь добавится. Всего добавится 8 петель. Поэтому, чтобы после отвязывания ростка наши петли спинки и переда сравнялись, а мы помним, что на 8 петель больше будет спинка после отвязывания ростка, значит, нам нужно перед взять на 8 петель меньше, чем спинка первоначально. 20 и 28. На 8 петель меньше. Для того, чтобы какое-то число, вот эти числа взять на 8 петель меньше, мы от одного числа должны отнять 4 петли, а к другому числу прибавить 4. И тогда у нас будет в сумме отличаться ровно на 8 петель. Это математика, господа. Дальше. Росток я вам объяснила. 4 раза по 2 петли захватываем. Для вывязывания углубления горловины по спинке я, значит, в средние 6 петель у меня будут и по краям 3, 2, 1, 1. То есть вот отсюда я начинаю вязать. Вот мое вязание. Вот отсюда я начинаю вязать. У меня здесь по 2 петли. Вот 2 петли у меня регланные. Значит, вот между этими двумя петлями у меня начало ряда. Я провязываю туда-сюда, вот таким образом хожу по первой части ростка, ухожу на второе плечо, вот до этих опять, между вот этими регланными петлями, хожу туда-сюда, здесь у нас все симметрично, что эта часть, что это, что перед, хожу туда-сюда,
Потом разворачиваюсь и уже начинаю ходить по переду, добавляя петли, вывязывая горловину по переду. Это принцип вязания ростка с углублениями горловины по спинке и по переду. Дальше. Каждый раз в каждом лицевом ряду после и перед регланными линиями, которые мне попадаются, я прибавляю петли. То есть дошла до регланной линии, прибавила петли с одной стороны и с другой стороны. Прошла дальше, изнаночной провязываю, в лицевом снова в регланных, после регланных и перед регланными добавила петли. То есть вот здесь у меня добавляются петли в каждом втором ряду, в каждом лицевом ряду, пока я не вывяжу вот до переда. Эти петли, вот эти добавленные петли, они будут входить вот сюда, вот в эти 8 петель. 4 петли с этой стороны, 4 петли с этой. Когда мы придем вот к этим линиям, у нас петли сравняются. 28 петель будет по переду, 28 по спинке. И по рукавам будет 8 плюс 4, 12 петель. В самом начале вязания в рукавах, когда мы дойдем до переда, уже будет 12 петель. То есть со стороны спинки здесь тоже петли будут прибавляться. Вот, это запомните. И меня иногда спрашивают, какой ритм прибавок вот тут вот, входит ли он в общий расчет, вот в эти 20 сантиметров. Нет, вот эти 20 сантиметров высота, я вот здесь вот указала, она в принципе идет вот отсюда от переда. Вот это вот 20 сантиметров высота регланной линии. Спинка в расчет высоты регланных линий, высоты глубины проймы или высоты реглана не входит, потому что по спинке у нас отвязан росток. Спинка у нас должна быть заведомо выше. Вы регланную линию у себя на теле замеряете по переду, поэтому спинка в расчет не идет. Я просто здесь сразу отвечаю на вопросы, которые очень часто возникают. Дальше. Значит, мы отвязываем вот так одну часть. 4 раза разворачиваемся. 1, 2, 3, 4. Ушли сюда, пришли между этими двумя петлями регланными и пошли также отвязываем. 1, 2, 3, 4. Уходим и разворачиваемся и пошли вязать все вместе. Вот дальше у нас уже прибавки по регланным линиям будут на определенном расстоянии. У нас вся регланная линия 64 ряда. За 64 ряда нам нужно добавить 20 петель. 20, можете добавить 22. Плюс-минус 2 петли, это не принципиально, дорогие мои. Как же мы делаем? 64 делим на 20, получается, что мы в каждом третьем ряду должны делать прибавки. Мне неудобно делать в нечетных рядах прибавки, я так не люблю. Я делаю прибавки всегда в лицевых рядах. И я делаю прибавку во втором, потом первый, второй, третий в четвертом ряду, первый, втором ряду, 1, 2, 3 в четвертом ряду, в первом, во втором ряду, 1, 2, 3 в четвертом, во втором, в четвертом, во втором, в четвертом, до тех пор, пока я не свяжу все 64 ряда. Вот такой у меня ритм прибавок. То есть в среднем ритм прибавок в каждом третьем ряду. Если все равно здесь вяжем в круговую, если вам без разницы, можете добавлять в каждом третьем ряду и придете вот к такому же количеству петель. Дальше, после того, как мы вывязали реглан, мы добавляем 8 петель подреза. То есть 4 петли наперед, 4 петли на спинке. То есть с каждых сторон, вот здесь и здесь, у меня по 8 петель подреза. 8 петель слева и 8 петель справа. То есть вот здесь 8 и здесь 8. Покажу на теле. То есть мы с вами отвязали горловину, вывязали реглан и пришли вот сюда. Вот. Еще, подождите, прежде чем дойти до конца реглана, когда у нас останется 10 рядов довязать до конца реглана, 10 рядов, я начинаю по переду делать укороты. То есть не довязывая, не 64, а вот на 54 рядах я останавливаюсь. И посередине переда я начинаю делать укороченные ряды. То есть я не довязываю.
провязала я вот до сюда, развернулась, пошла вязать туда. Развернулась, пошла вязать сюда, развернулась туда, и с каждым разом захватывая все меньше и меньше петель по переду. То есть перед у меня получается вот на 10 рядов короче, чем спинка. И он вот так вот полукругом идет. Вот у меня так идут укороты по переду. 30 центральных петель. Я их не трогала. Вот они. Вот. И потом по 5 петель я захватывала. То есть 30 петель центральные выделила. Вот дошла до сюда. Развернулась. Пошла вязать сюда. До сюда дошла, развернулась, пошла вязать сюда. До сюда дошла, развернулась сюда. Не довязываю еще 5 петель, развернулась сюда. Не довязываю здесь 5 петель, развернулась туда. И вот таким образом хожу до тех пор, пока не дойду до самой подмышки. Как раз довязав реглан до конца по спинке, то есть вот у меня по спинке реглан довязывается по переду, он тоже довязался. Здесь у меня подмышка же идут еще длинные ряды, а по переду уже укороченные. Вот. После того, как я вывязала весь реглан, 64 ряда, я сделала подрезы. 8 петель у меня под одной подмышкой и 8 петель у меня под другой подмышкой. Все, теперь я связала один ряд в круговую вместе с подрезами лицевым и закрыла полностью петли обычной протяжкой. Мне осталось вывязать рукава. Я добираю эти 8 петель подреза и вяжу в круговую до локтя прямо. До локтя у меня рукав вяжется прямо. До локтя это у меня 19 сантиметров. 19 сантиметров я связала прямо, и от локтя я начала делать расширение. Расширение я делала через каждые 9 сантиметров. Сделала центральные 2 петли, выделила. Вот у меня центральные 2 петли. И как бы между 2 петли эти всегда идут как бы 2, а до этих 2 петель и после этих 2 петель я из протяжки предыдущего ряда прибавляла петли. Петля прибавилась тут и тут. 2 петли в одном ряду. 9 сантиметров провязала. 2 петли добавились тут и тут. В одном ряду. Провязала еще 9 сантиметров, прибавила тут и тут. И еще 9 прибавила тут и тут. У меня получилось 4 петли с одной стороны рукава и 4 петли с другой стороны рукава. Всего 8 петель я добавила. Получила ширину внизу 22 сантиметра. Вот. Все, провязала на нужную мне ширину, в моем случае это длину, в моем случае это 46 сантиметров, и закрыла петли с накидом. Вот здесь я все петли закрывала с накидом, чтобы у меня не стягивался край рукава, чтобы он был немножечко таким расширенным, так как сам рукав у нас идет на расширение, и здесь было бы некрасиво, если бы было туго закрыто. Учтите, что кид-мохер очень туго закрывается и практически не растягивается. То есть вот как оно есть полотно, оно не пружинистое, оно вот прям туго держится. Все, оно не пружинит. Не эластичное полотно, поэтому будьте аккуратны с закрытием. А когда мы закрываем вот с накидом, видите, немножечко как бы полотно начинает пружинить. Вот и все. Связали первый рукав и связали второй рукав. Вяжется изделие очень быстро. И если оно у вас одно в работе, вы его свяжете буквально за 2-3 вечера. Это очень легкое, очень простое изделие. Сейчас на базе этого изделия я хочу связать себе джемпер. Немножечко удлиню линию. Здесь у меня линия, высота реглана 20 сантиметров. Я оставлю также такой же ритм прибавок. Просто удлиню до 24 сантиметров линию реглана и свяжу вниз джемпер. На этом мастер-классе можно связать и обычный джемпер. Не только шраг или не только недорукава или рукава с регланом. То есть можете связать любое обычное изделие. Ну, на этом я буду с вами прощаться, мои дорогие друзья. Вы можете сделать, как всегда, скриншот моих расчетов и вязать именно по фотографии. Мои дорогие друзья, я желаю вам всего самого-самого доброго. Здоровья вам, мирного неба над всей планетой. И пусть у вас все будет хорошо. Но я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.